красоты нового города, нужно посмотреть еще старый. Кстати, пользуюсь приложением здесь. Какой интересный вид на деловой центр. Друзья, всем привет! Это Александр, Большая Камбоджа. Я в Чэнду. У меня опять транзит на Россию. Покажу вам свой номер. Конечно, надо было заселиться в отель. Но номер чем хорош, то что здесь побольше места, и, если честно, он просто подешевле. Такой номер красивый на 30 этаже стоит около 45 долларов. Где-то около даже 40 долларов, вот так вот. Вот он, санузел. Это типичные китайские квартиры. Ну, кстати, вот даже кондиционер здесь такой висит. Конечно, один минус есть то, что завтрак надо сейчас будет идти искать. Но уже ладно. Заселился в таком номере. Ну что, с другой стороны, номер хороший, он просто большой. У меня там был выбор. Просто в том отеле, в котором я жил здесь в прошлый раз, вот он вот там сбоку того отеля. Просто в том отеле просто не было номеров. Ого, дверь скрипит. Типичные китайские коридоры. Я сюда попал по коду. Тут кодовый замок просто, и все. Просто обычные апартаменты, видать, сдает какой-то человек. Ну, они, кстати, на trip.com были размещены. Нет у меня карточки от лифта. Каждый раз придется вызывать внизу человека. 30 этаж, 5 лифтов. Ну, достаточно новый дом. Не знаю, года 3, максимум 4. Пока жду лифт, скажу, не совсем выспался, потому что прилетел сюда ночью. Когда ночью прилетаешь, если делаешь транзитную визу, то постоянно какие-то могут происходить задержки. Почему? Потому что здесь транзитники не на потоке, допустим, как в Гуанчжоу, а в Чэнду, они как бы долго люди разбирались. Короче, смысл в том, что они минут 30, наверное, просто смотрели и думали, как меня выпустить. Потому что я вылетал 30-го, и прилетел 30-го в 3 часа утра. Я говорю, у меня вылет как бы послезавтра. И они тут вылетали с просони, короче. Долго думали. В итоге поставили визу, смотрели несколько раз мой отель, смотрели телефон. В Чэнду так. Я думаю, что в Гуанчжоу намного быстрее, потому что там транзитников очень много из России. Здесь транзитников достаточно мало. Все, прибыльно. Первый этаж достаточно быстро, аж уши заложило. Выйти надо, найти место покушать. Смотреть. Такой вот холл дома. Тут группа зданий таких стоит. Я вчера, когда выходил, я видел здесь... Что вчера здесь было несколько ресторанчиков на въезде. Вот хорошая инфраструктура, когда есть всякие магазины сразу. Так, вот там внизу мне надо будет пойти найти место для завтрака. Сейчас пойду прогуляюсь. Посмотрю, что тут есть. Такие здания интересные. Так, мне сегодня еще ехать на авторынок, но я тоже вам его покажу. Это по бизнесу. Автомобили из Китая. Вот так, чуть-чуть вам покажу, чтобы, если кому-то будет интересно, может, на канале компании. Вот такие башни. Прилично. Не знаю, сколько этажей, но точно, наверное, 50 минимум. Хотел внимание ваше обратить на улицу. Видите, какие тут у них специальные дорожки. Ну, чистота вообще. Чистота. Китайцы очень сильно продвинулись. Сейчас надо найти место, где покушать. Ну, где-то здесь по-любому что-нибудь есть.
Это, скорее всего, какой-то торговый центр. Вот, я думаю, здесь я и найду себе завтрак. Огромный торговый центр прямо около отеля. И, кстати, недалеко от того торгового центра, который я уже вам снимал. Который самое большое здание в мире. Да, на последнем этаже, как правило, всякие рестораны с едой. Сейчас буду выбирать, что покушать. Куча ресторанов. Самоварка здесь. Мне нужен завтрак, надо что-нибудь попроще. Так что я смотрю прям, что все очень вкусно. У китайцев всегда все очень вкусно. Пространства открытые. Это какой-то уйгурский ресторан, скорее всего. Да, вот смотрите, такое меню. Интересное. Шашлычки всякие есть, салатики. Сейчас что-нибудь выберу. Баранина. Что-то я думал, какое-то маленькое будет блюдо. Просто принесли большое. Так, сказали, 3 минуты нужно подождать, что тут нагреется. И сейчас... Я понял, что там бульон и баранина. Блин, ну это я люблю просто. Такого в Камбодже точно нет. Здесь-то баранины полно. Сейчас еду хоть в Россию, хоть баранин наемся. Вот такая подача. Суп и баранина. В Китае баранина всегда в ресторанах подается такая охлажденная. Нереально вкусная. А у нас, конечно, в Камбодже с этим проблемой. Нет охлажденной баранины. Вся замороженная, новозеландская или австралийская. Не тот компот. Друзья, мы сейчас на крупнейшем рынке БУ автомобилей в городе Ченду. Небольшой будет сейчас обзор. Походим, посмотрим, что тут есть. Вот такие вот классные тачки. Это Лотос новый. По дороге встречаются в Ченду. Интересно вообще, когда ты первый раз в каком-то новом городе и в местных таких интересных достопримечательностях. Магазины, много народу, еда разная. Стандартная пешеходная улица. Надо тоже где-нибудь поесть. О, здесь рыба есть. Вот такой парень подошел со мной поздороваться. Молодец. А чем интересно? Кстати, иностранцев вообще нет. Здесь какой-то вот фуд-сити. Я туда сейчас пойду ужинать. И вот на ту сторону сейчас перейдем. Там вот тоже есть разная еда уличная. Поснимаю сейчас вам. Показывают мне какие-то татуировки. Ребята, если кто-то это знает, подскажите мне, что это за такая вязь? Это сама. Это мой имя. Ни да Минзе. Это его имя, он сказал. Это Джасян. Джасян. Наверное, с какой-то другой провинции, наверное, вот не могу понять, да. Интересно. Молодец. Oh, yes. Yes. О, интересно здесь. Всякая уличная еда. Кальмары,
мясо, тофу. Да, и все острое, потому что сычуанская кухня отличается своей остротой. Это лук какой-то, наверное, такой. Вообще первый раз вижу лук, вот что-то завернуто. Это, наверное, кишка. Обилие разной уличной еды. Что тут они с крыльями делают? Такие здоровые крылья. Надутые. Интересно, вот я спустился вниз здесь. Здесь прям очень-очень много всяких разных ресторанчиков. Хочу найти свою любимую рыбу. Такое какое-то подвальное, такое большое помещение, минус второй, что ли, этаж. Ну что, заказал рыбу свою, которую люблю. Все, хочу здесь попробовать, как она. И вот еще здесь свинина, по-моему. Итак, друзья, вот такой вот у меня ужин здесь. Такой вот обычная кафешка. Стоит прям совсем дешево, 50 юаней. Все это вместе. Рыба и утка. Ну и везде еда, как видите. Еда с китайцами, она всегда всякая разная. Я уже ушел с пешеходной улочки. Не могу сказать, что я был доволен своим ужином. Но здесь как бы как получится, если честно. Как повезет. Это какие-то местные блюда. Прям видно, прям у всех одно и то же. Вот так здесь красиво вечером. Я вернулся к себе на район. Вот этот торговый центр, смотрите, какой красивый. Просто красота такая у нас тут. Конечно, здесь очень красиво. Эти здания большие. Там вот центр этот большой. Самое большое здание в мире. Прям красота. Около отеля сижу, здесь вот такая кафешечка уйгурская в таком интересном месте, прям около. И вот такие шашлычки у них, они, конечно, всегда вкуснейшие. У уйгуров всегда кухня вкусная. И вот Ван Лауди, вот этот компотик, обязательно попробуйте, китайский. В Камбодже продается, кстати. Вкуснейшая баранина. Еще должны принести сейчас внутренности. Шашлычок я уже съел, а вот это почки бараньи и печень. Ну, вкусно не сказать ничего, нереально вкусно. Просто вот тут уйгуры всегда готовят баранину, ну, потрясающе. Даже меня вот это сооружение удивило. Что это такое? Не могу понять, даже по карте не смог найти. Какая-то опера, наверное. Друзья, утро. Сейчас хочу поехать в старый город. Обязательно показать вам его тоже и сам посмотреть. Тоже там не был. Ну, чтобы не только вам показывать вот эти вот красоты нового города, нужно посмотреть еще и старый. Кстати, пользуюсь приложением здесь. Здесь, чтобы такси вызывать, есть такое приложение Didi. Вот. Оно есть, кстати, даже на английском. Поэтому, если будете в Китае, тоже можете его использовать. Да, вот это все, конечно, не новое отстроили. Здесь этот город прям очень современно выглядит. Я люблю тоже современные города, когда грамотная инфраструктура сделана.
развязки, дороги. Ну, приятно ездить. На самом деле здесь вот даже вчера я когда ездил в пятницу в час пик, даже в час пик пробки они как бы есть, но они не какие-то глобально мертвые были. Пространство красивое, скверы. Да, конечно, вчера я был в тех районах, где старые районы, да, там, конечно, видно, что хорошие чуть похуже. Но в любом случае, в центральной части города вообще супер просто. Часто такие вот деревья, и все улицы закрывают красиво. Друзья, я приехал в старый город. Здесь какая-то старая улица, которая уже там 1800 лет. Вот сейчас попробую ее найти. У меня все быстро происходит. Времени особо нет, потому что уже скоро на самолет нужно. О, а вот пожилые люди поют здесь. Вообще, друзья, Чэнду — это древний город. Он еще возник в 6 веке до нашей эры. Поэтому история его достаточно богата. Не только небоскребы и красивые улицы, то, что вы видели уже, а вот здесь есть такая красота. Брат, вот эта улица Вухоу. Сейчас будем заходить и смотреть. Здесь, конечно, такое ощущение вот такого старого Китая. Китайская история, на самом деле, она очень интересная, очень древняя. Китай в свое время был самой мощной сверхдержавой. Это в 14-15 веке. До того момента, пока они не закрылись. Когда они закрылись, они пришли, конечно, в упадок. А до этого у китайцев был самый мощный флот, когда еще в Европе ничего не было. Такие маленькие красивые улочки. Сувенирные магазинчики и какие-то магазинчики с едой, с напитками. Да, это место, кстати, очень прям интересное. Такое, чувствуется, что оно древнее. Видите, какие старые здесь здания. Они, конечно, все переоборудованы под торговлю, но прям очень, очень красиво. Ну, очевидно, это какое-то
дерево или место удачи, видать. Я вот просто как догадываюсь, что они подвешивают вот эти мешочки сюда. Не знаю, да что это такое, честно. Ну, просто очевидно, какое-то такое место для этого. Да, китайцы, конечно, молодцы. Вот они могут и новое что-то делать такое интересное. И, соответственно, чтить свое старое. Свою историю. Ну, прям очень красиво. Это черный тофу. Я, кстати, даже его ни разу не пробовал. Он даже в Камбодже продается. Да, друзья, Чэнду — это же еще город панд, но на панды я не попаду. Не попаду к пандам, потому что у меня просто нет времени. Но даже вот посетив вот это место, уже получаешь большое моральное удовлетворение. Моральное и эстетическое. Тут очень красиво. И бамбук.这是不是一个梯子墙，小伙？一横一竖的梯子墙，是不是？1、2、3，来，还原一下。 Да, здания очень красивые, видно, что они очень старые. Уточки в пруду. Не, ну красиво, красивое место. Кстати, отели есть. Я вот видел здесь несколько отелей, люди вот прям здесь живут. До них только с чемоданами приходится идти, но здесь чайные отели есть, это тоже интересно.
Поэтому, если вдруг будете в Чэнду, можете тоже это место для этого рассмотреть. Потому что старый город, он достаточно большой. Я вот просто уже чувствую, что просто хожу, и прям много здесь. И по карте просто было много. Но мне уже нужно выход искать и выходить. Так. Так, здесь, конечно, народу просто огромное количество. Да, в таких случаях вообще самое оптимальное нужно брать гида. Когда у тебя есть гид, тебе гид все расскажет. А вот, друзья, обратите внимание, идет стройка, и у них специально идут увлажнители, чтобы пыль не летела. Я такое видел только в Японии. Вот сейчас вот здесь увидел. О, молодцы. Ни пыли, ни грязи. Со стройки машины моются прям, чтоб ничего на колесах не было. Фонтан здесь такой интересный. Так, друзья, зашел здесь в торговом центре в ресторан в такой. Вот нужно выбирать, что заказать. Хочу попробовать мясо. Острое, все сычуанское. Салатику такую принесли. Редька такая. Ну, как всегда, острая. Игорный фан. Так, а это принесли еще кишочки. Друзья, говядина. Очень нежно. Как будто не говядина, прям мягкая-мягкая. Вкусная, просто обалдеть. Кишочки. Очень вкусно. Просто очень. Попал я в ресторан хороший. Супер. Тут я сижу, кушаю, у меня такая мысль пришла. Вот смотрите, максимально полезные ингредиенты. Это сельдерей, это чеснок, это перец, это сами по себе кишки и еще чуть-чуть маслица. Все. Вот чеснок, перец, сельдерей — это максимально полезные ингредиенты. Здесь то же самое. Только нет сельдерея. Тут еще только немножко грибочков было, таких гребешков, чтобы вы понимали. Ну, потрясающе вкусно. Немножко приспотел. Ну, островато. Вот такой ресторан в торговом центре. А вчера я завтракал, там вот еще один ресторан есть. Вкусно? Немножко островато, да. Даже мне, любители острова. Вот вся голова мокрая. Прям. Но перец красный, как говорил Мао, это залог всего здоровья. И так далее. Все, друзья, прошел я паспортный контроль. Уже нахожусь в зоне Duty Free. Новый такой у них аэропорт. Хороший, красивый. Но людей пока мало. Вот просто мало. Что тогда... Ладно, я отсюда тогда раз вылетал ночью. Сейчас вылетаю днем. Все, лечу на родину. Очень классный аэропорт. Даже вот такие сады есть. И не один, кстати. Но прям пустой. Очень пустой. Он огромный, но пустой.
Нету туристов, наверное. Хотя вроде сезон такой. Сейчас лето.